сейчас стрелять не будет. Борзеет. Село Нижнее Лозовое. Передний край обороны армии Новороссии. Сегодня мы направляемся на патрулирование подконтрольной территории, в ходе которого нам расскажут о том, что происходило и происходит на этом участке фронта. Нам надо не шуметь и быть предельно внимательными, чтобы не засветиться перед наблюдателями украинских силовиков или не напороться на засаду диверсионной группы. Во время патрулирования вся группа периодически должна останавливаться и вслушиваться, чтобы засечь возможные перемещения с украинской стороны. Мина. Все на свете, и быка весь, все расплавилось. Живых никого не было. Как-то обозначить. Это то, к чему мне тяжелее всего привыкнуть. Надо идти по открытому пространству. Если брать Сирию, то в Сирии всегда нужно было где-то спрятаться. Здесь же открытая степь. Надо идти по ней, прямо под носом у противника. В любой момент могут заметить и открыть огонь. А спрятаться негде. Москва первый, к Жоре. Получается, вон вижу вдалеке 3 трубы. Вот там у них, короче, танков понакопано, сушек, блядь. Там до ебени матери, блядь. Там что, какой населенный пункт, блядь. Там стрелевые рассадки. Вот здесь, вон оно в поле. Поехал, у них сожженная стоит, зажгли. Но мы до нее дойти не можем все. Они вот там, получается, вот, если вот это желтое поле, и вот над ним такой темный бугорок. Они там глаза себе посадили, у них тут блиндажи. Они вот эту всю поляну вообще просматривают нормально. У них получается вот на этом пятаке была позиция Саушек. Вот здесь в поле, которую наши растолбили. Они вот здесь по съебам давали, когда все бросали, все теряли. Там ангар видно. Возле ангара пару бэх у них закопаны.
такие бэхи стоит. Туда постоянно мотаются они. Это как они ехали, сваливали отсюда. Когда сюда заходили в Дебаль, они туда сваливали, все поразбросали, тут столько всего понаходили. А что там было? Скажи еще раз. Зубная паста, бронежилеты, магазины. Цинки с патронами валялись. Видать, все с брони как сыпалось. Уточки находили, все, шмотки, одежда, прям каски. У них все прям, как видать, сыпалось с грузовиков. У нас пацаны половину оделись с этих вещей, которые здесь находили. Нормальные куртки, вот эти натовские, немецкие. Здесь у них Урал сожгли, когда у них батарея тут стояла, здесь в поле. Урал у них сожгли. Там дальше есть КамАЗ, несколько Уралов сожженных. Вот здесь, если сейчас вниз Зеленки пройтись, у них там типа столовой было. Они там сидели, там такая гора отвесная. Если есть желание, можно прогуляться. Но там единственное, что уже звери, наверное, все порастащили. Там и сухпаи приезжали, прям целые сухпаи лежали. Запечатанные еще. Когда они, наоборот, Дебальцево кошмарили, у них вот здесь передвижные батареи стояли. Они вот так по всему этому, вот здесь прям, где мы сейчас находимся, были вот у них одеяло. Тут ящики с минералкой находили, прям целые, запечатанные упаковки. Тут прям, мы уже порастаскали их. Тут у них прям, вот они, жженые ящики. То есть у них прям от БК, от снарядов. Тут ящиков было набросано немерено. Это они когда Дебальцево кошмарили, они, получается, отсюда все долбили, а наши минометчики их накрыли. Хорошо попали. А уже когда мы зашли, они начали. Сейчас травой все заросло, а по весне прям у них прям колеи были накатаны. И на Уралах, и на гусеницах все сваливали. Вот эта КШМ-ка, которую сожгли, не успела свалить. А та Бэха, она уже когда выезжала на нас, когда мы уже сюда зашли, ее сожгли. А вот это просто не успела свалить. А которую вчера рассказывали, отжали. Вот здесь внизу, то есть там внизу в ложбину спускаемся, если. Сейчас мы туда никак не дойдем уже. Они уже там стоят. Потому что мы когда туда зашли, нам поступил приказ назад оттянуться. То есть мы вот оттянулись и уже вот здесь позиции заняли. А так мы могли вообще свободно уже там стоять. Когда наши танки там заходили на ту высоту, они их долбили. Там у них даже ракеты стрелянные еще есть. Мы находимся, мы сейчас на патрулировании с вторым взводом 1-го славянского батальона 7-й бригады. Мы вышли на патрулирование с ребятами, и здесь на украинской стороне где-то 2 километра впереди перед нами поле, оно ничейное, по нему передвигаются как ребята 7-го батальона, так и украинские диверсанты. Соответственно, это ничейная территория, здесь много мин расставлено, как своих, так и украинских. Ребятам приходится каждый раз на патрулирование это все учитывать. С той стороны, за этим полем, находится укрепрайон украинской армии, где находится и закопано очень большое количество техники, рапиры, БМП, артиллерии. Здесь в поле сейчас мы сняли одну из подбитых БМПшек. Это ребята накрыли украинских военных, когда они выдвигались на броне сюда. В общем, здесь ситуация, с одной стороны, сейчас спокойная, но она в любой момент может измениться, потому что на ничейной территории могут лежать либо глаза, либо снайпер украинских силовиков. И в любой момент может быть открыт огонь. Прятаться особо негде, потому что это поле голое. Надо будет выискивать какие-то ямки и быстро залегать. От брони мы сегодня отказались, потому что здесь важнее быстро убежать, чем залечь, потому что если мы заляжем, наши силы относительно маленькие, а украинские военные могут выдвинуться сюда. Поэтому важнее маневренность, чем бронированность. Что еще можно сказать? Говорить приходит, несмотря на то, что 2 километра до украинских военных, говорить приходится тихо, потому что воздух влажный, звук разносится далеко. И я повторюсь, на ничейной территории могут находиться украинские диверсанты. Плюс
гораздо ближе, за полем сразу находится зеленка, в которой наверняка есть глаза. Это все предназначалось для жителей Дебальцева, Никишина. Это только малая часть того, что сейчас здесь оставили украинские военные. Все это готовилось для того, чтобы накрывать населенные пункты с гражданским населением. Карательная операция была в разгаре, и это подарки для мирного населения Донбасса. Причем вот если посмотреть, по большому счету, это уже все осколочно-фугасные. Осколочно-фугасные, да. То есть это львиная доля, это не чисто не по броне, не укрепрайон долбить, а вот чисто просто уничтожать все. По всему селу мы видим вот подобные воронки в непосредственной близости от домов. Учитывая, что позиции ополчения здесь нету, именно в самом селе, видимо, это целенаправленное уничтожение мирного населения. Можете сами видеть, какого размера воронка, и представить, что это за калибр был. Это двор последних местных жителей, которые здесь оставались. Село Нижнее Лозовое. Когда сюда вошла украинская армия, они также не захотели покидать свое жилище, оставались здесь. Соответственно, когда ополченцы выбили отсюда украинских военных, украинские военные прекрасно знали, что здесь осталось хозяйство, в котором живут мирные. Они прекрасно были осведомлены, что здесь не находятся военные, потому что огнем сначала накрыли позиции, а потом перенесли огонь сюда. Здесь сидело 3 человека, 2 погибло. Ополченцы, когда узнали, что раненые местные, кинулись им помогать и тоже были ранены. Ополченцы сейчас восстановились уже в строю, а вот мирные через неделю в больнице скончались. Правильно все сказал? Да, ну вот она воронка как раз, которая прилетела. Вот воротину все осколками прилетела. Вон ворона. Когда мы По дороге мы видим очень много вот подобных артефактов. Это снаряд от системы залпового огня «Град» БМ-21. По его направлению мы видим, что он прилетел со стороны украинских позиций. Сегодня это уже помойка, которую местные жители, вернувшиеся в Нижнелозовое, используют как помойку, а еще совсем недавно это был могильник. Украинские военные сбросили сюда тела своих убитых солдат и офицеров и просто оставили их здесь. Наверное, спишут это как на без вести пропавших, занижают потери таким образом. Тела были эксгумированы и вывезены. Это остатки укрепрайона, получается, украинских военных. Это скрытая позиция с самоходной артиллерийской установки. Она сюда заезжала, была замаскирована. Дальше там находились кунги офицерские, окопанные, песчаником обложены. Так, красивые были укрепления, но это не помогло украинским воякам. Выбили их отсюда. Здесь вот сохранился еще блиндаж. Много используется какой-то полусектантской атрибутики для сохранения. На брошенных позициях украинских военных находят большое количество вот подобных оберегов. Такая магия вуду. Даже по остаткам блиндажей понятно, что украинские военные очень хорошо окапывались. Здесь большое количество блиндажей разного уровня защиты. Офицерские, солдатские. Но с такой же легкостью, как они это создавали, они это все бросили. То есть очень трудолюбивый народ все-таки. Окапываться окопались, а обороняться здесь они долго не собирались. Слиняли, как только первым же артиллерийским огнем накрыли их. Вместо цветов у подножья памятника лежат сегодня вот эти осколки. Мы находимся в городе Дебальцево, где можем посмотреть, как украинские военные относятся к нашей общей истории.
Также видим Дом культуры, вернее, все, что от него осталось, полностью уничтожено. Загрузили полную машину, выдвигаемся в сторону Дебальцево. На передовые позиции в районе села Нижнее Лозовое, где держат оборону бойцы армии Донецкой Народной Республики. Окей. Машина, как обычно, забита у нас под завязку. Бронежилеты приходится вешать на сиденье, чтобы они меньше места занимали. Рационализация. Спасибо. Зато, блин, будешь присаживаться. Огонь, да, зато свободненько. Класс. Спасибо. Спасибо. Мы из 7-й бригады, 1-й батальон, 1-й МСБ, 1-я рота. Хотим передать спасибо большое Глебу Корнилову за обеспечение, за помощь, форму, обувь. Ну, все остальное там, в чем нуждаемся, уже разберемся. Ну и все. За поддержку, да. Светлодарск уже был такой. Блять, люди, не используйте шарики, блять. Созирайте природу. Город далеко, а здесь везде эта хуйня разбросана.